Ребятки, всех приветствую. В преддверии полнолуния всем, кто присоединяется, доброго времени суток. Напишите, пожалуйста, по качеству видео и звука, как обстоят дела. Сегодня посмотрим планы ваших недоброжелателей, кто они, что с ними, что они там наподготавливали перед полнолунием. Кто-то из вас мог уже почувствовать, особенно вчера, определенные нападки, да, в вашу сторону, давайте так назову это все. Определенные ПДД. Как вы все знаете, завтра у нас полнолуние. Это у нас по эсбатам лунным луна дуба. А вообще-то есть по-разному называются эти эсбаты, но давайте сконцентрируемся на этом аспекте. Хорошо пойдет магия свечей на достижение вашей силы, уверенности в себе, гармонии между мирами. И работа на ваше процветание. Кто в курсе, что собой несет праздник Йоль, данное полнолуние вблизи этого праздника, давайте я даже так скажу, в этот праздник, потому что с 19 декабря Йоль уже запускается по энергиям. Вот, в общем, он будет необычным. Кто знает, что несет в себе Йоль, те понимают, почему луна дуба очень даже в тему, давайте скажу так. Кто-то будет отрезан от рода напрочь, раз и навсегда. Ну а кто-то с ним воссоединится. Девочки, всем добрый вечер. Татьяна Круподеря. Не все ок. А что не ок? Вроде бы видео не притормаживает, насколько я вижу. Итак, я почему-то на сегодня планировала посмотреть около 8 рыл. Возможно, так и будет. Почему так? Потому что, возможно, даже больше. Давайте скажем 8, 9, 10, 11. Заденем каждого, да, посмотрим, что к чему, что они там делали. Они же готовятся, стараются изо всех сил. Рыл. Ну да, кто они еще? В общем так, здесь в моем оракуле именно 11 сигнификаторов. Хотя там больше можно, но давайте так. Вот будем идти до сигнификатора, будем смотреть, что за человек, ваш недоброжелатель. Собственно, что о нем расскажут нам. Да, и будем смотреть, что именно по магическому блоку, что вот в преддверии полнолуния чудище чудило. Так, сделаю музыку чуть нежнее. Оракул я подготавливала, скажу даже более, подготавливала его сегодня очень тщательно. Минут 20 у меня на это ушло, поэтому здесь буквально символически я все это перемешаю еще раз. И будем начинать, чтобы не затягивать, так как хочется посмотреть всех виновников торжества.
Очень важно, кто всплывет у вас во время расклада в вашей голове, какое-то воспоминание. Возможно, описание будет одного человека, да, одного персонажа, но под его описанием вам в голову приходит, допустим, вот так поступило это, а вот так вот этот. Вот значит, это два человека. Ну что, не будем затягивать. Ребят, всех благодарю за обратную связь. Да, за ваши лайки, комментарии, за дизлайки тоже, в принципе, вообще без разницы. Работаете все равно на плюс мне. Что еще? Ну, кто хотел попасть на чистку на Ёль, те попали. Еще есть у меня кое-какая задумка, но я ее думаю, получится ли у меня сделать. Хочу прямой эфир с ритуалом на Вольт перед Новым годом по закрытой ссылке. Но там чисто символическую какую-то плату сделать за вход на этот прямой эфир. И время будет такое, чтобы, ну, по возможности было доступно всем. Но опять же таки, нужно немножечко мне со временем подрасчитать, в какой день это все оформить. Вы мне напишите потом в комментариях вообще, ну, интересно вам было бы или не интересно. Ну и посмотреть на следующий год, что нам расскажут. Не здесь, не в чате пишите, а под роликом потом в комментариях черкнете мне, что вы думаете по этому поводу. Итак, поехали. Ваш враг. У человека какое-то бремя, тяжелая ноша, страхи, болезни спины, позвоночника, возможно, дыхательных путей, шеи. Со зрением могут быть проблемы. У человека что-то заканчивается. А ну-ка, смерть. Возможно, кто-то из ваших недоброжелателей при смерти, но вы об этом не знаете. Что заканчивается? Здесь, знаете, если при смерти, значит, был в таком, ну, давайте скажем так, в коме, либо под наркозом, да, либо, ну, вот в таком состоянии, короче, спящем. Тогда, возможно, да, будет и при смерти. А если не смерть, то тогда что? А вы знаете, здесь человек попал в какую-то проработку, ему, знаете, вот состояние, если не при смерти, да, расклад общий. Здесь как будто бы ничего не хочется делать, человек достиг своих каких-то определенных пределов, и тут начинаются жернова из надуманных проблем в его башке, которые начинают его просто сжирать. Смотрите, здесь еще персонаж. Я вот это немножечко подвину здесь. Карты специально выложила, чтобы энергии полнолуния, так сказать, побывали к нам вблизи. Здесь такое ощущение, что человек на публику как будто бы демонстрирует, что в его семье гармония, что у него вообще семья идеальна. А для чего ты это делаешь? Потому что у человека много амбиций. Он считает себя мудрым и духовно сильным. Потому что власть над людьми. Знаете, почему человек рассказывает о том, что у него семья хорошая и тому подобное? Потому что ему нравится ощущать, что он имеет власть над этими людьми. Даже внутри семьи. То есть, по факту, если разобраться, у этого человека нет семьи. Почему, я сейчас объясню. Потому что это всего лишь красивые декорации для мнения других людей. По факту, ну, ему срано, будет эта семья, эта декорация, либо нечто иное.
Карма пришла в семью, я вам хочу сказать. Предопределенность, которую не изменить. И круговорот проблем в семье. А зачем ты на публику демонстрируешь, что все хорошо? Ну, чтобы показать, что я нахожусь в покое, в спокойствии, меня ничего не торкает, и я уравновешенная личность. Так а для чего это? По энергиям здесь практик маг. Знаете, почему он это делает? Потому что у человека пошла паника. Из-за того, куда человек использовал магию, он получил предзнаменование зла от высших сил. Если хотите, от Одина, но и не только от него. Не соблюден баланс между темной и светлой сторонами. А что ты этот кипиш пытаешься прикрыть? Потому что муки душевные, человек в депрессии. Ну да, как же мы это покажем? И чем тебе это в итоге выльется? Да, здесь маг-практик. Все, вот он и вылез. Будет больше у нас сигнификаторов, скорее всего, около 12. Но посмотрим. Если я не ошибаюсь, возможно, 11. Практик, маг, хорошо, все, вы должны знать о том, что у этого человека беда, огорчение в семье, игра на публику идет. И что здесь? Человек либо кому-то, либо вам делал талисманы, возможно, давайте скажем так. Ладно, выпали эти карты, я их и оставлю. Я сейчас хочу посмотреть, что по магии именно. Так, тут 6 карт, пусть и тут будем выкладывать 6 карт. Понимаете, либо же у вас есть счастье, удача, защита, и человек пытался это с вас сдернуть, а вас вогнать в энергии черной вдовы. То есть все знают, что такое черная вдова. Я не буду сейчас долго об этом разглагольствовать. Смысл в том, чтобы человек хотел вас с помощью магии окунуть, как будто бы в прошлое ваше переживание, где у вас была дестабилизация эмоционального фона, психологического и тому подобное. Человек знает, что вы можете работать травами. Человек, бегающий за помощью к хозяину кладбища. А высшие силы за ним-то смотрели. Угу. Девочки, знаете, что здесь по магии? Прошло некоторое время. А ну-ка, он что-то подделывал. Сейчас, секунду. Секунду. Я другой блок возьму. Мне нужен дополнительный блок. Почему? Потому что я вижу, что здесь вы... Это убрано, это было со временем. Зачем вам это сейчас знать? Возможно, для кого-то это важно. Что вот на днях, так сказать, его работа против вас. А здесь влияния могут идти на вашего ребенка. Кстати, этот человек мог вам написать. Вчера, позавчера, максимум 2 дня назад. Отсчитывайте время, возможно, еще напишет. Давайте скажем так, это актуально на период июля. Врата июля будут закрыты в начале января. Это я беру по максимуму. По энергиям это случится раньше. Если еще не писал, значит напишет. Для кого-то актуально это будут новости об этом человеке, либо же что-то с документами связано может быть. Сейчас я еще уточню.
Девочки, кто-то из вас снял влияние этого практика со своего ребенка. То есть это было, но снято. Этот человек засунул свои лапиздоны в будущее ваше поколение, в древо вашего рода. И хотел сдернуть это. Возможно, вы получите новости о том, что все это снято. Ну, то есть вы увидите просто колоссальные изменения, даже в поведении там ребенка, в состоянии здоровья. Вы подобрали ключ к этой лисе хромой. Упиралась лиса. Даже куда-то ездила с крысами со своими, по цеху беседовала. Магию обсуждали, как бы же вас же и ваше древо ломануть. Да, поставить крест на вашем родовом древе. А хрен там ночевал, у вас защита. У вас сильная защита. Вы отсекли его. И здесь он еще закольцовки пытался на ваш род. Здесь именно пахота по вашему роду. Прям не нравится ему. Не нравится, что он не принадлежит к такому же роду. Рыло свое хавальное открыл на чужие блага. Вот так-то. Здесь я хочу сказать положительные новости. Но, опять же таки, расклад общий не для всех. Смотрите сами. Если вы сидите на попке ровно, значит, вы можете улучшить свою ситуацию. То есть, если кто боится, что вот идут на ребенка влияния, вы об этом знаете, у вас есть все шансы это устранить. То есть, вам помогут. Только, как говорится, развивайтесь. Итак, сейчас я вот этот вот блок, чтобы не спутать, убираю. Здесь, возможно, к нему кто-то обращался по вашу душу, а у него потом, знаете, как климакс мозга пошел. Ох, нихера себе. Да кто вы, кто ты тут такой, такая, да я же тут, блядь, избранник вселенной. Ну, короче, вы меня услышали и, я думаю, поняли. Разобрали петушка, кукареку. Так, двигаемся дальше. Всем добрый вечер. Наталья Павлова, я благодарю вас за все, вы просто супер, я тоже хочу быть на вас похожей, только получится ли? Знаете, Наталья, что я вам скажу? Не получится у вас быть похожей, имейте наглость быть самой собой. Это первое. Во-вторых, если будут коперы, крадники, получите трандулей от моих защит. Даже от попытку сдернуть мое поведение, как вариант. Поэтому я просто предупреждаю. Будьте самой собой. Не создавайте кумира, если вы в христианстве. Ну, то есть, абсолютно лояльно и отвечаю по-доброму вам. Имейте это в виду. Так. Второй. Красавица. Аль-краса. Почему-то мне идет здесь красавица. Девочки, как вариант, баба в год лошади могла быть рожденной, но это малый процент. Тяжело пашет, демонстрируя, что она добрая. Быстро реагирует. На что ты быстро реагируешь? На угрозы.
которые идут извне, она может агрессировать, либо резко невзначай начать испытывать какую-то страсть. Ну, то есть, знаете, такая, то, допустим, там мужу об голову бутылки разбиваю, то скачу на его члене часов 12. Ну, вот что-то такое здесь. Тут неадекват. Вот и посмотрите, а выходит ваш соперник, конкурент на вашем пути. На каком пути ты там конкурируешь? Ваши тотемы, фамильяры, ваши защитники интересуют бычка. Чего ты ожидаешь? Вечеринок каких-то ожидает, бухнуть ожидает, когда время появится. По действию. Отпраздновать, знаете, что человек хочет? А ну-ка, от вас. А о чем тогда это? А почему удача? Девочки, здесь может быть бывший, который наконец-то сбежал от своей уже бывшей. Ну, вы поняли, да, допустим, там свалил к любовнице, вот от нее сдрыснул, он радуется и хочет, уже ждет, когда получится, наверное, по работе зазор или что-то вроде этого. Чтобы бухнуть, отпраздновать это все, мол, сбежал, все. Получилось, возможно, ему привороты лепили, и он как, ну, обрадовался. Ну, почему? Может, он ее трахнул и сбежал, знаете, как поимел, как бы, и такой, оп-оп, я ни при чем. В дамках, да? Возможно. Здесь вообще что... Либо же здесь было что-то... О чем мы гадаем? Смотрите, по отношению к вам у вас защита стоит от этого человека. Он из старого вашего окружения. Сейчас я уточню просто. Он делал вам на расходы, чтобы вы теряли энергию, здоровье и деньги в основном интересуют. Ваши деньги интересуют этого бычка. На каком пути? У человека нет такой же интуиции, которая есть у вас. Так, что по магии? Давайте. Ну, вы не общаетесь, это однозначно. Шамана решил сыграть. Днем ритуалику делал. И ночью делал. Да, здесь человек ставил защиты. Но защита от вас... Сейчас я хочу узнать. Он считает, что вы его прокляли и тому подобное. Типа думает, защитился от вас. Меня интересует другой момент. А если другая... Ну, подождите. Значит, какой-то бабе этот бычок отправил подселов. Она на него кидала, он ей отправил. Думает, что избавился от вашего проклятия. Не разочаровывайте этот детский сад. Смотрите, девочки, но здесь мне не нравится следующая херь. Либо же на его фотку кто-то делал. Тогда на кой хрен вам эта информация об этом быке, я не знаю. Либо же здесь... Ну, кто-то делал на его фотку, и он снимал это, поняли?
Либо же здесь человек делал на вашу фотографию, чтобы ваши защиты убрать. Вот так-то. Как его работа? Это просто цирк. Короче, девочки, секунду, и мальчики. Пошел, значит, товарищ, я не знаю, что он там делал. А что сейчас, секунду, что с шаманскими-то? Ага. Тянется, смотрите, к вашим родовым корням. Может, если из вашей семьи, то есть по крови завязка есть, к шаманским корням может тянуться, протягивать свои лапиздоны. У него застой энергии идет. Не переживайте, ему туда доступа не дадут. Вообще от слова никак, туда таких не пускают. Значит, что я тут ржала? Я сейчас вам объясню. Значит, такой побежал, почистился от влияния какой-то курицы на него. Отправил ей подсела. Ну а то, что на вас сделал, ему подсел снова пришел. Понимаете, один вышел, второй зашел. Это просто трэш. Так, что за тайна? У него подселение, я же сказала, я карту подселения достаю. Молчание. Хочет, чтобы вы перестали молчать и как-то на связь вышли. Из-за чего печалишься? Так, и что? Пытается освободиться от эмоций по отношению к вам. Он находится под егильетом. Сексуальная страсть в башке на ваш счет. Ему не дает покоя. К славянским богам мог обращаться. Молодец. Да, им молитвы читал. Висы, мне идет висы читал. А кто это? А ну-ка, девочки, секунду. Так, ладно, а ну его услышали? Его не услышали боги славянские. А знаете почему? У него стоит кое-что, которое уже предопределило его будущее создание. И оно прям зеркалит. Оно прям, он через сны может видеть предупреждение как-то, знаете, вот. Да, да. Через сны видеть подсказки. И думает, что это либо ему какой-то из рода помогает и повторять то, что ему во снах приходит, либо же здесь просто, знаете, как... Просто человек считает, что ему подсказки идут, а на самом деле это... Как бы так объяснить? Значит так, смотрите, что по этому персонажу. Сейчас объясню на пальцах. Приходит человек, неважно, приходит, сидит, лежит, валяется, ползет. Обращение идет к славянским богам, к славянскому пантеону, допустим. Пошел поток энергии, да? То есть целенаправленно, вот как луч света. Пошел. Оттуда идет обратная связь. Какая там, никакая, но идет. Всегда будет обратная связь. И эта обратная связь как в зеркало. Вот понимаете, вот он кинул луч, он отразился и упирается в зеркало и рикошетит. Вот это зеркало выставляет темное создание. Очень темное, очень злопамятное, давайте скажем так. Его роль, вообще жизнь вот этого вашего соперника предопределена определенными душами, давайте я вам так скажу. Все.
предопределено определенными душами. Я вам хочу сказать, что здесь человек повязан с этим темным. В лучшем случае останется один против своей воли. Здесь человек пытался разрушить вашу стабильность, семью, возможность встретить вторую половину. Мальчики, это ваш подружбайчик какой-то. Но в лучшем случае он будет один всю жизнь. В худшем случае, в самом элементарном, здесь... Да здесь это предопределено, блядь, это уже все, это так и будет. Будет он один, не будет, блядь. Этот человек не в состоянии выкарабкаться из колеса сансары, понимаете? Не в состоянии. Его душа будет идти на перерождение и проходить уроки, возможно, те же самые. Да. За его многочисленную магию теперь управляют им. Вот так вот. Таро может баловаться. У него с христианским эгрегором беда, огорчение. Его прям зашлифовывают те места, где стоят кресты с позолотой. А не знаете как? Вот он где-то находится в определенном радиусе от этих мест. И знаете, как бы так вам объяснить? Как натянутая тетива, которую распиливают. Вот распилят, она лопнет, и он умрет, этот человек. И вот он, когда находится вблизи храмов, даже вблизи этих храмов, ее начинают пилить быстрее. Поняли? Храмы как активатор, насилия над ним идут. Пробивают энергетику человека жестко. А почему именно этот? Это от вас? Да. Да. Девочки, кто смотрит на бывшего, который неблаговидно поступал по отношению к вашему ребенку, вы по отношению к вам, с кем завязка по крови, то есть жестко набрал мальчик долгов, я вам скажу так. Это из вашего общего рода, очень темное создание, призвано оно вами. То есть, здесь такое ощущение, что вы озвучили то, что должен этот человек вам и вашим, допустим, общим детям, да? Вашему роду. А его начала косить. То есть он, знаете, как помешался. Магия, не одно, так 3/10 поможет, мол, добиться того, чего я хочу. И вот, понимаете, здесь реально завязка у вас по крови с этим человеком, потому что это темный из вашего одного рода, из вашего общего рода. Либо же это может быть брат, поняли? Либо же это, допустим, там бывший, у вас есть дети, либо это ваш, может быть, и отец, я не знаю. Но вы... тот человек, который подняли вот эту душу. Да, по крови, я же сказала, по крови связаны. Вы знаете, мне не показывают информацию кое-какую. У него сейчас очень, у этого вашего соперника, беда, огорчение с его башкой, потому что он как будто бы самосглаз идет, самовнушение на программу самоуничтожения. Поняли? И такое ощущение, что вот этот темный ему показывает, вот это сделай, вот эти руны, допустим, возьми, да, вот то-то, то-то, в этот храм сходи, на кладбище, к тому-то обратись, туда-сюда. И он такой думает, ух ты, у меня тут знания. А этот темный, он его просто, ему надо отрезать эту ветку рода, все. Он выполняет определенные
определенную программу и задачу. За то, что этот мужик пытался вас приворожить, либо ваши ресурсы все время на себя приворотами перетягивал. Вы, допустим, там в безденежье, в нищете, а оно, блядь, процветает, жрет, как не в себя, понимаете, там, ну, то есть вообще себе ни в чем не отказывает. А это не санкционировано было. Здесь забиралось ваше. С этим созданием вы можете быть знакомы. Это для уже адекватных практиков. Вы же его и вызвали. Вам его передали от вашего рода. Вам закрывали все возможности с помощью деревенской магии. Это ушлепина делала. И шабашила по вам, ну, не он один шабашил. То есть он еще других людей там подпрягал, понимаете? Очень даже интересно. Ну, в принципе, я вам хочу сказать, очень даже неплохо. То есть прикалываете, как над ним, да, подшутил его же род за вас. Он думает, что у него знания идут, а его тупо на убой. Думает, он самый умный? Да нет, солнышко. Там есть кое-кто помудрее тебя. Века только копнуть надо. Так. Знаете что? Я вот этот магический блок из первого варианта добавлю, потому что здесь много вышло на этого предуря. Я хочу узнать следующее. Девочки, как бы этот темный не один из тех, с кем вы заключили договора. По вашей просьбе. Девочки, ваша просьба – это капля в море, даже в океане. Решение было предопределено самой родовой веткой. Вот то, о чем я озвучила. Поэтому такой темный и вот так интересно, грациозно играется с головой вот этого вашего соперника. А почему не он? Давайте я вам скажу так. Если коротко, вы более выгодны родовой системе. Вот и все. Там по многим, знаете, там не по одному. То есть не думайте, что вы вот прям все порешали. Нет, там знаете, как многие звезды сошлись. Многие планеты. То есть много событий произошло, много чего сделал этот человек, что предопределило его будущее. И что теперь? Девочки, ожидайте, ваша вторая половина уже на пути к вам. Этот пидор вам это и перекрывал. Ни свекрухи, допустим, если это бывший, ни бабы. Это этот пидор делал. Вашей родовой ветке выгодно направление вашего движения, нежели его. А почему?
А потому что здесь кто-то из вас обрел яички мужские. Кто-то вышел из состояния жертвы и сказал: меня устраивает вот такой-то приговор, и я сама занесу меч над головой вот этой гниды. Я не постесняюсь, я не собираюсь, блядь, себя потом корить и т.д. и т.п. Мне остаебенило. То есть здесь, собственно говоря, вы проработали чрезмерно дохуя себя. Давайте скажу так, по этому аспекту это не для всех. Далеко не для всех, колоссально не для всех из всех присутствующих. Ну хорошо, если будет 10 человек, и то вряд ли. Сейчас 86 человек, меньше 10 из вас. Вы становитесь родоначальником новой вехи рода, этого рода. Не его, а вашего общего, понимаете как? За счет вас идет чистка. Фу, ёпта. Да только второй был, блядь. Кошмар. Марина. Или кто? Кто написал? Елена. Точно лошадь. Я потом, девочки, скину в свое сообщество по поводу смеха. Не знаю я, насколько он шикарный, порой он меня саму пугает. Так. Смотрите, здесь по вот этому вот Ироду, по сопернику, по мужику идет такое, что у вас один род. Понимаете? То есть один род сошелся, второй сошелся, получились и вы, и он. Вы на крови на одной. Но в самой родовой ветке, во всей отмирают те ветви, которые уже ни нахер не способны в новых энергиях. Это элементарно. Ну вот смотрите. Как бы так объяснить? Ну вот представьте двигатель, да, автомобиля. Открываете капот, вот накидайте туда куча железа, вообще ненужного. Машина будет ехать, то есть там ничего там конкретного вы не сделаете, я думаю. Хотя смотря что кинуть, конечно. Ну вы поняли, да, там по мелочевке какой-то. Закрываете капотик и катитесь. Вы катитесь, понимаете? Но с какими нюансами и побочками? Нахрена родовой системе вот этой машине вести эту шваль? Ей нужно просто как от балласта избавляться, понимаете, от этого дерьма. И даже в этом случае, вот о чем я рассказала, здесь ситуация такая, что вот эта родовая ветка, она даже может выбросить часть нужных каких-то механизмов, лишь бы избавиться от вот этого придурка. Потому что ей это выгодно. Понимаете, тот, кто там стоит, вот эта вот душа, кем он был при жизни, кем стала душа после смерти, каковы знания у этого создания, понимаете, таких не вызывают просто люди, просто маги практики, как многие сейчас любят называть себя. Понимаете? Такое не вызывается и ковеном. Ну, ковен, если ковен, то я вам хочу сказать, еще там все зависит от качества тех, кто внутри ковена. Хоть одна вшивая овца из всего ковена, такое создание не выйдет. Вот так-то.
Этот человек повинен в хорошем случае в изгаженных судьбах 3 детей. В худшем случае 3 ребенка мертвы на его душе. Именно 3 детей. Либо 3 детей с покалеченной психикой, с покалеченным будущим. Этот человек как будто бы осознанно, сейчас я хочу узнать, неосознанно. Хотя это уже ни хрена не меняет. Он осознанно, этот гондон осознанно скидывал на своих детей свою отработку. Мамаша научила его. Его мамаша, либо баба старшая, его породу, его этому научила. Все. Без комментариев. Я даже хочу вам сказать, я вот такому, вот этому, я желаю еще 2, чтобы такие к нему подошли. Хотя там и одного хватит. Там один вышел такой, что... Смотрите, если у вас с ним нет договоров, вы с ним как минимум знакомы, практики, кто на приличных вибрациях, вы знакомы с тем, кто стоит возле вот этого. Вы с ним как минимум общались, как минимум, и договаривались, что-то вы решали. Он к вам приходил. Фух, так, давайте продолжим дальше. Это просто, блядь, Санта-Барбара с этим придурком. Недовыбритым. Фу. Так, смотрим. Здесь человек, который сам все развалил и запустил карму, при которой постоянно нужно выдерживать испытания. Его могли кинуть на деньги, либо чего-то этот человек ожидал от жизни, а кто-то притворился. Либо же он воровал что-то, и это вскрылось, то есть что-то тайное стало явным за счет тех благ, которые он к себе под матрас натягивал, да, и полилась вся грязь, вылезла прям вся грязь и подноготная, и он сейчас пытается, или она, сделать из себя жертву. Я, мол, блядь, бедная овечка, и я чистая, наивная, меня кто-то на откуп пустил. Что с твоей чистотой, сука? Я типа в потоке. Я типа в потоке. А само суетится. А в потоке суеты не бывает. Наивно полагает человек, что ему будет фартить в деньгах. Человек считает себя лишним на этой планете, на этой земле, в этой жизни, среди этих людей, которые его окружают. Пытается, знаете, что человек сделать? Вернуть бразды правления своей судьбы к себе. Человек не может управлять событиями. Да, я же сказала, его освободили от этого. Такое впечатление, что тоже, ну, здесь женщина, мне кажется, сейчас будем смотреть, которая тоже, ну, знавала те техники, понимаете, в потоке, она была в потоке, уж не знаю, как долго, но была. Ладно, едем дальше. Я же сказала, ну, здесь практик. За выбор. Ладно, давайте, дабы не затягивать сегодня, продолжим. Выбор человек сделал такой, который привел его в тупик. Здесь практик, мастер. Говорит, я решу все проблемы. А они решаемы, договора не с теми были заключены. Человек отличается от других. Либо есть татуировки, либо чем-то он выделяется из толпы, он меченый. Кривой, косой, хромой, блядь, я не знаю.
Морда, может, покосилась как-то, знаете, уродливее выглядеть, нежели раньше выглядел, стал. Я не... Ну, короче, уяснили. Ящик Пандоры открыл. Эмоции человек свои обуздать не может абсолютно. Эмоции, знаете, почему зашкаливают? Нищета пришла. Родовая ветка переходит в болезненное состояние у этого вашего недруга. Он, знаете как, этот человек слишком привязан к деньгам. Возможно, были периоды нищеты, и человек боится повторения этого состояния. Родовая ветка приходит в упадок, человек может болеть, из его семьи кто-то может болеть, тот, кто ему дорог. И здесь, знаете, здесь зашквал по эмоционалке идет. То есть, сейчас я вам объясню, типа я такой ведающий, типа я в потоке, но при этом этот якобы практик может сидеть в треугольниках. И, ну, понятно, да? Какой же ж ты, ну, собственно, практик, коль ты в треугольниках. Все думает, вот луч света, проблемы решатся, деньги ко мне вернутся, придут, я здесь работаю, не покладая рук на этом поприще, борюсь. Старик, здесь мужик в возрасте. Здесь, девочки, маг, практик в возрасте. К этому мужику, во-первых, ваша интуиция вам подсказывала, что по вам работает практик, вы могли его видеть, вам его могли показать. Здесь завязка с треугольниками. То есть сейчас объясню. Опять на пальцах, опять более всего, чтобы было понятно. Ваш бывший укатил какой-то шкуре. Вот они вдвоем работали по вам. Шкура и этот придурок. И вот могли обращаться к вот этому дедулю. Либо же просто его шкура обращается к дедулю, а себя прикрывает еще фантомом вашего бывшего. Просто как пояснение. Здесь треугольники, мать его. Либо здесь могла бегать свекровь к этому старулю, бывшая. Девочки, вы поняли, треугольник, зацепка за треугольник. Вы были в этом треугольнике. Давайте посмотрим, что там по старулю. Дотрудился. А рот закроется? Много направленной злой воли. Он будет в большущих зависимостях за свою жажду материальных благ. Здесь человек помешан на деньгах. Я вот эти верну карты, чтобы нам на следующих ребят хватило. Вот за это, собственно говоря, знаете как? Здесь родовая ветка, если не сгинет, то он ее закроет. И, ну, магических способностей уже ни у кого не будет по этому роду. Роду от этого старуля. Здесь в храме мог работать на то, чтобы все вернулось обратно ему, понимаете? Забрать, возможно, у вас, шабашил. Либо кровь применял в ритуалике, либо же этот старуль из вашего рода, девочки и мальчики. Талисманчики себе делал на счастье, на удачу.
Пытался с помощью свечей через храмы влиять на жизнь и вашу судьбу, и на свою. То есть, понимаете, как переклад судьбы, давайте вот так скажу, потому что там долго объяснять смысл. Ой, к темным обращается, спасите, помогите. В храмы бегу, зеркалами пользуюсь, на астрал вылетаю. Перепробовал все, что только можно. Днем по перекресткам. У этого тоже активация определенной программы, когда он в храме, либо возле них. Ему во снах приходит, знаете, как будто определенные боги приходят и говорят, что ты будешь наказан. И он молится, 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 заговоры читает. Рунами работает. И на места силы бегает. А на местах силы у него вообще энергетический пробой моментально происходит. Здесь человек вместо того, чтобы хотя бы башкой понять, что происходит вообще, просто соображалку запустить, он начинает привороты на ресурсы других людей, понимаете, лупить судорожно. На него бесы напрыгивают. И бесы определенного ранга, потому что здесь мужик знающий, здесь практик, маг, понимаете, по местам силы, кладбища, храмы, здесь все в ходу. Здесь работа с разными пантеонами божеств. К хранителю, говорит своему, хочу достучаться к высшим силам. Сжирают меня. Этот тоже завязан. Пытается оборвать. То есть он, помните, по вот этому быку я рассказывала? Этот тоже завязан с темными. Они его не отпускают. Он пытается разорвать. Понимаете, чтобы его не тянуло в деструктивные сюжеты рода и вырваться к новому. И медитирует, блядь, и то, и все, и хозяйка, и хозяин кладбища. Они работают уже, хозяйка и хозяин кладбища с тобой. Что насчет высших сил? И мантры слушают. Ух, нихера себе, а как это так? Подождите, я сейчас немножечко чувства приду. Ого, ого, сейчас, секунду. Он долго не поддавался, а теперь у него очень много мыслей, которые ему внушили определенное создание. Пиздец этому дяде, все, без комментариев. Здесь по нему трудится тоже не одна. Есть темные и светлые, которые просто не дают ему никуда двинуться. Вот этот портал перехода не дают ему попасть. И темный, которого смысл его описывала я для вот этого чижика. Поняли, да? А светлый здесь, защитник, тоже не дает. Понимаете? Здесь и тьма, и свет этого мужика не пустят. Короче, смысл в чем? Казалось бы, самая гуманная из религий во всем мире – это ведизм. Давайте так я скажу. Там много чего может попасть под название, да, ведизма. Много какие религии. Здесь знаете, в чем смысл? Здесь смысл в том, что
Он и туда обращался, к разным пантеонам лезет. Так вот, вот эти пантеоны религиозные его бомбят, чтобы, допустим, здесь четко, если брать веды, это не обязательно кришнаиты, это отдельное направление, поняли меня? Не путать грешное с праведным. Я говорю о всех ведах, о смысле вед, а не то, что потом там, знаете, как ручейки порастекалось из основного потока. Но если кто знает, кто такой Кришна, кем он был на этой планете, так вот даже эта система мстит этому колдоебу старому. За то, что он, если вы увлекались ведами, как вариант, здесь на вас этот человек через вольты егильеты делал, то есть по сексуальной страсти запускал поток благ от вас к тому, кто вас заказал ему. Это может быть и баба прибегала к нему, поняли? И мужик, и неважно кто, ваши блага качали. Нет, дедушке здесь пришел трындец, все. Дедушке пришел трындец. Чернокнижник. И ислам, и что ты хочешь. Что везде побывал, елки-палки. Блять, молодец какой, сука. На Плутон только не слетал, да? Да, его закольцовывают за его крысятничество. Слишком много тянул из древа других родов. Прям крысил ресурсы, ключи, понимаете, знания, все вот это крысил. Ну, блядь, здесь против этого пидорюганчика ни один род, давайте скажем так, восстал. Угу. И сказал: привет, могучий дед. Держи ответ, блядь. Пидор ты или нет? Как-то вот так вот, по вот этому варианту. Здесь я вам хочу сказать так, если по второму мужику, да, по сопернику, что у нас выпал, там этот еще может сдохнуть и как-то, ну, ему полегчает. Этому сдохнуть не дадут. О, нет. О, нет. Его выполощут, блядь, до победного. Он будет умолять о смерти. Вот так-то. Как-то вот так по дедулечке. Что-то дедулечка у нас охеревший. Здесь этот конь давно подсирал людям. Решил, что он будет этаким лазутчиком. И его никто не заметит, и никто не узнает, что ты там по родовым веткам, как шкура последняя дешевая, скакал, блядь, и то, что тебе не принадлежит, брал. Тут как-то так. Фух. Девочки, да, здесь может быть, вот понимаете, вот третий вариант, то есть вот этот вот, здесь такое ощущение, что да, свекровь или какая-то баба постарше к нему обращалась, ну потом, может, она там подтянула вашего бывшего, это свекровь, знаете, а вот он меня научил, ты делай вот так, и будет все типа в шоколаде, поняли? То есть его учения, в кавычках, растянулись по сарафанному радио. Фу. Так, едем дальше. Тут вот эти персонажи больше всего как-то забрали на себя информации. Девочки, и что я вам и мальчики хочу сказать. Вот эти три клинических абсоса, давайте скажем так, да? Смотрите, мужики же, блядь. Такое ощущение, что вы снимаете с себя пласт магии, которая была сделана очень давно. Давняя. Понимаете? Так что готовьтесь. Сейчас будет море волнуется раз.
То есть такое впечатление, что вы начали... Вас вот кто-то на дно кинул, вы выплыли. Казалось бы, все нормально, дыши, радуйся, у тебя получилось. А вы такие, так, в моем пруду дно в дерьме, вычищаем. Вы начинаете нырять, и вот это вот все, прям дно своего пруда чистить, понимаете? Вы поняли, что важно не только всплыть, когда ты тонешь. Важно еще навести порядок. Особенно в своей родовой ветке. Галина, я не буду отвечать на ваши личные вопросы. Ваш брат это или не ваш? И почему он это делает? Даже не пишите здесь такое. Так, едем дальше. Кто там у нас? У человека рост во всех сферах жизни, идет подъем, и он в скуку. Бабах, в печаль, в грусть, в тоску въехал. Резко что-то произошло, неожиданное событие, которое выбило вашего врага из колеи. У человека пошло помрачение рассудка. Человек попал сам в паутину того, что создал. Здесь наплел интриг. Как вариант. Так, что сейчас, секунду. Здесь баба. Здесь, девочки, женщина, которая постоянно со всеми воюет, рассчитывает на себя, через интернет могла плести интриги, либо, знаете, как-то дурить людей, либо с людей что-то стягивать. Ну, у нее что-то резко бабах, и у нее прям, ну, падает крыша. То есть не просто крыша, но и то, что ее держало. Здесь вот как-то, понимаете, как по щелчку пальца, и человек такой, ну, с ума сошел. Знаете, я все-таки, это уже следующий человек, и прям с него начинаться будет. Сейчас, секунду. Об этой бабе больше ничего не говорят. Давайте посмотрим, что она из магии, да, там, чудила. Воительница херова. По крови с вами может быть связано, либо на крови ритуалику делала. Сделано было на то, чтобы вы никого не встретили и были в одиночестве. Ваше счастье, удачу, ваши защиты, особенно что касаемо вашего умения общаться с душами из других миров. Себе забирала. Этой бабе очень важны ваши корни шаманов. Вот так-то. У нее такого не было. Да высшие силы за этим всем смотрели. Руны славянские боги, смотрите, с ними она работала. Баба пьющая. Короче, здесь, знаете, здесь без деталей, девочки. Возможно, ее влияние на вас не так огромно, да, вот больше всего карт как бы вышло на первых троих персонажах, она четвертая. Здесь рассорка с защитами у нее. Здесь как ангел-хранитель оторван. У меня такое ощущение, что оторван. Что-то резко произошло. Она, видимо, вас пыталась с вашими хранителями, знаете, ну, разосрать, чтобы вы не получили больше знаний из глубины веков. У нее в доме что-то произошло, что-то касаемо мужика. Мужчины.
Что мне вам хочу сказать? Здесь женщина не в годах, она помоложе. Возможно, она была вашим другом. Тут собака выпала из блока Ленорман. Девочки и мальчики. Давайте скажу так. Эта овца слила весь родовой потенциал своего ребенка. У нее есть ребенок. Она просто обрезала, блядь, я не знаю, что она сделала. И знать, честно, я вам хочу сказать, не хочу, блядь, честно, не хочу. Здесь, понимаете, определенное создание в доме у этой женщины, как будто бы, знаете, вот при родах пуповину обрезают, да, ну, понятное дело. А здесь разорвана связь между матерью и ребенком. А у ребенка потенциал, сука, я сейчас расплачусь, бешеный, блядь, был. И, в принципе, не был. Даже если с ребенком, ну, ребенок будет расплачиваться за ее деяния, уж я не знаю, что она вам тут делала. И здесь не только вам. А душа этого ребенка будет даже в следующем воплощении с потенциалом. Здесь магия была, но параллельно с этим эта дура помешана на каком-то мужике. Она какого-то мужика хочет затащить к себе в семью, ждет от него новостей, что он выберет ее, а не ее соперницу, ждет от него письма, ждет, что он станет гарантом стабильности в ее семье, то есть возьмет за нее ответственность. Она, возможно, делала ему привороты как вариант. Либо думала, что она к нему подобрала ключи, а здесь крест. А она на клевер сидит, надеется, понимаете? А здесь, если и клевер, если какая-то удача, то это вот так и все. Ну, не показывают мне, значит, вам еще не надо вам знать еще всю информацию. Здесь змея, гроб и аисты, понимаете? И из-за этого мужика в дом, возможно, мужик этот на нее что-то делает из магии и пошел в рикошет на ребенка. С сердцем могут быть у ребенка проблемы. Возможно, нужна будет операция за границей как вариант. Либо же здесь у ребенка может быть помрачение рассудка, то есть ребенок себе отчет отдавать не будет. Она делала магию на вашего ребенка. Это бывший ваш друг, это бывшая ваша подруга, лиса в вашем окружении кидала на вас закольцовки. И были влияния на вашего ребенка, поэтому ей дала короче, убрали эту жалость сраную нахуй. Заслужила, значит, если так въебали. Все, без комментариев. Эффект лирики у меня сразу погас. Все, до свидос. Завершили с этой придурастой. Пусть ебется она конем, сука. Раз на вашего делала, значит, пусть хлебает теперь, блядь. Здесь у меня такое ощущение, что кому-то из вас больше известно, блядь, о ее ребенке, чем ей самой. О том, ну, что там за душа у ребенка и тому подобное, понимаете? Так, следующий вариант у нас князьво какое-то вышло. Целеустремленный, говорит я. Целеустремленный. Понимаете, вот эта мразь тянула ресурсы с вашего ребенка. Ее не стоит жалеть. Как бы там ни было жаль ее ребенка, но я думаю, она как мать его должна жалеть больше, чем вы.
Правда? Так, что у нас здесь за князь? Прорыв, смелость, новый виток, говорит, у меня будет. Хренак. И как-то яд обнаружил человечек в своем окружении, в своих делах. Здесь зависть, девочки. Здесь мужик, который погружен в себя, изучающий некие там тайные знания, но очень завидует вам. Очень завидует. Здесь вот так показали завистника. Давайте по магии посмотрим, что на ментальном плане на вас мог воздействовать. С высшими силами пытается связаться. О, здесь мог вашу защиту пытаться узнать, что у вас за защита, и себе вдернуть их. И по ночам работал. У меня такое впечатление, что сегодня группа поддержки мужика, вашего бывшего, который бегал, вот, ну, вот показывают всех, кому он бегал. Честное слово. Ну и не только, конечно, этих персонажей, но здесь, блядь, слишком все как будто бы под копирку. Но этот придурок вам позавидовал, потому что влез в шаманские корни, на ментальном плане пытался воздействовать, говорит, нихуя себе, я такое же себе хочу. Понимаете? И переклад какой-то был на вас. Что за переклад? А, чтобы вы целителем не стали, чтобы исцелять других людей не могли. Но я вам хочу сказать так, переклад даже не долетел до вас, а ему уже пошел обрат. Им там овладело одно создание, которое его теперь чпокает по ночам. Вот так-то. Поэтому все просто. Тут что-то такое залетное, ибо дела давно минувших дней, предание седины глубокой. Так, следующий у нас кто? Смотрим-с. Ну, здесь ведьма, для которой что-то прояснилось. И тут сразу же другой человек выходит. Нет, мы тебя оставим на потом. А, сука, а вот тут свекровь, девочки. Или же баба в возрасте, может там тетка ваша. Для кого-то может и мать проиграться. Здесь, не сомнений, ведьма, ей стало ясно, что за то, что она брала с вас, как она глазила, пришла к ней расправа, наказание и разрушение в ее жизнь. Коротко и по делу. И смотрите, шлюшка-то прикрывается, блядь, своим сыном, чтоб на него все летело. Потому что он моложе, он выдержит. То есть фантом. Если это свекровь, то вашим бывшим, либо одним из сыновей своих прикрывается. Вот так-то. Шлюхомонька. Пришла. Тут все коротко, понятно. Баба прекрасно знает, что ей прилетело за ее дела. Все, здесь даже... Да, на вас инкубов направляла. Обращалась, молилась к первобытным силам, возможно, к египетскому пантеону как вариант. Но египетский пантеон – это вершина айсберга, давайте я вам так скажу. Кое-каких других сил. Днем в храме. Днем в храме искала порталы для того, чтобы на астральном плане... Здесь перекид бухания, наверное. Кто-то из семьи у нее спивается, на вас хотела перекинуть. Может, и она, кстати. Как вариант, девочки, здесь еще баба могла подбуханная, либо под чем-то прийти в храм,
Якобы для того, чтобы через увидеть определенное создание. Понятно? Якобы пыталась связаться с какими-то созданиями, чтобы их отправить обратно. Поняли? Она знает, что за ней пришли. Все, ее судьба предопределена. Она видит этих созданий, они ей показываются. А она такая: нет, 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 я хочу, чтобы вы меня ушли, я сдыхать не хочу, сдыхать не хочу. Нет, нет, нет. С хозяйкой кладбища она, Вась-Вась. Нет, 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 нет. Тут девочка тоже доигралась. Девочка повенчана с определенными темными созданиями. Знаете, на что может бегать? Сейчас скажу, как они называются. Молебны. И здесь еще тоже с исламской религией что-то связано может быть. Поняли? То есть и то сочетает христианство и ислам, либо мусульманство. На эти бегает. Поняли, да? Как их называют? Ну, короче, когда много людей в храме поют. Блять, не назову же это хором, понимаете? Забыла я, короче. А у нее не получается, чтобы поняли, как... Ай, ты какая умница, да. Здесь, сука, к вашему ребенку, блядь, протягивала тоже магию. Все, эта магия убрана. То, что она делала на вашего ребенка, магия аннулирована. Проклиналась чернокнижием и деревенской магией занималась. И отвороты, кстати, и привороты делала. Вы почистились от нее. Кстати, ваши фотографии, которые у нее могут быть, они аннулированы. Все, они не действуют. Она, видать, их там уже, знаете, растиражировала, наверное, не знаю, в миллионном экземпляре, блядь. И... Ребят, я не удивлюсь, если в ближайших километрах 800 от ее дома на каждом кладбище, в каждой могиле ваша фотка есть. То есть, ну, прикопана. Чисто можете проверить. Причем я не утрирую, я вам серьезно говорю. Тут, ну, кукуха давно уже засвистела. Здесь что эта сучка говорит? Я сама не могу, блядь, я вас вижу, я знаю, вы меня заберете, я в курсе за что, я охуевшая, я знаю. Но, а вдруг мне поможет? Вот же есть такие прекрасные люди, служат в храмах, поют вот эти вот все, воспевают песни, там, молитвы и т.д. и т.п. Я к ним, я к ним, я к ним. Здесь, знаете, может быть шалавка, которая может, знаете, такая под старости лет, я в храм пойду. Я закроюсь в монастыре, я буду там служить. Я пойду служить в церквушку, я буду там подрабатывать. Поняли? Вот это вот говноебище. Вот оно, сука. Вдруг я так не сдохну, вдруг я что-то себе так отхвачу. А нет, закрыто, все. Не-не-не-не-не-не-не-не. Видимо, эта сука часто за упокой вам заказывала. Ну, давайте я вам скажу так. Из плюсов, эта овца открыла для себя многогранность религий. О, бля. Так. Направляемся дальше. Тут у нас выпадал вот этот вот мучачо мэн, хладнокровный, решительный такой. Ух ты, а что это я так? Кто ты такой хладнокровный, решительный? Подклады вам в дом носил. Здесь мужик и соперница выходят. Здесь здесь подклады, здесь были подклады. И вот эта сука рядом с ними. Здесь раз, два, три. И четвертый игрок, кому-то они еще обращались. Это отдельно, эти вдвоем отдельно. Здесь были подклады в вашу сторону.
Если не подклады, здесь были определенные суммы денег, допустим, там якобы с какой-то помощью вам, но как в уплату. Здесь парочка, гондон и доярочка. Так, ну давайте, застой, все, упадок у товарищей, смотрят за вами, смотрят. Они марионетки, ими кукловодит. А знаете, кто ими кукловодит? Система, которой они принадлежат. Эта система может быть как и из рода пришли нахлобучить, так, вы знаете, мне кажется, эта система, это люди, к которым они вдвоем обращались, чтобы вам нагадить. Вашего благополучия, радости эта шкурка хотела. Жажда материальных благ. Люблю, пока у тебя есть бабки. Ноги расставлю любому, у кого их чуть побольше. Дальше тут еще одна, следующая уже идет баба. На этой вот тут и завершим. Ими кукловодит. Знаете, как еще какая система может ими кукловодить? Они побегали по разным практикам, понахватались всякой ритуалики, типа, блядь, мы веселые магуи, понимаете? И вот эта разноплановая энергия разных практиков, она их разрывает просто. Они не понимают, что это такое. Привидения к вам подсылали. Шабашили, девочки, здесь обращались неоднократно к чернокнижникам, ко всякой белиберде, себе талисманы вешали, ваше счастье, удачу, защиту забирать пытались. Пытались сделать так, чтобы вы не смогли сотрудничать со славянским пантеоном божеств. И здесь знаете, в чем прикол? Эта дура на нычку от вот этого делала ему отвороты, чтобы он, не дай боже, к вам не сбег. Или если это ваш брат, а это его жена, ну неадеквашка, было сделано так, чтобы ваш брат, допустим, не прислушивался к вашей помощи. Подсела вам по ночам кидали, а вы исцелились. Сделано было так, чтобы на вас люди набрасывались, чтобы ссорились в окружении, понимаете, в своем. Вы победили эту ситуацию, кстати, благодаря Таро. И не только. Вы знаете, здесь ой, сами себя сожрут. Делалось одно, получилось второе, понимаете, пятая вода на киселе, честное слово. Здесь мужику суккубы полетели, здесь, короче, я скажу так, по вашу душу накидывали бесятину. Но здесь, если вы работали на перекрестках, там этих бесов кое-кто встретил. С вашей стороны, давайте скажем так. Если кто вообще не работал, значит, вам надо поработать. Но вы знаете, здесь и черное венчание было. Эта дура могла на него делать. Он мог делать на вас. Понимаете? Тут, ну, скажу вам честно, здесь два умалишенных. Их просто разноплановые эгрегоры ну, сожрали. Их просто сожрали, и все. У этих людей абсолютно ничего, ну, хорошего не будет.
даже если они разойдутся, разбегутся, без разницы. Вот это еще здесь было. Так что вот так, ребята, здесь именно пара на вас воздействовала. Вот так-то. Итак, смотрим, кто у нас следующая мадам вышла. И знаете, как за вами смотрели? Кто из вас делал ритуалы с картами Таро, хорошо прошло. Либо же вы за счет работы с Таро, помогая другим людям, освободились от влияния вот этих двух долбодятлов. Так, собираем этих двух. Понимаете, она в этом мужике видит какого-то, ну, перспективного для себя. А не факт, что там перспективы вообще есть. Ну, то есть вы поняли, если это ваш бывший, то это, ну, мусорный бачок, блядь. А она в нем увидела... Ну, раз она в мусорном баке видит какой-то престиж, сами понимаете уровень осознанности этой дамы. Напишите мне, пожалуйста, как у вас отыгрывается. Эта ситуация могла пройти уже давненько, но она, знаете как, подчистили вы что-то, видимо. Сейчас, секунду, ребят. Итак, продолжим. Там, знаете, люди друг друга по вот этому варианту начнут себя сжирать, находясь рядом друг с другом. Но даже если, когда расстанутся, подумают, что каждому из них станет легче. Во, не станет. Будут еще долго хлестать за это. Так, здесь вышла у нас дама следующая. Я не знаю, может, у нас скоро уже время закончится. Ну, давайте, что успеем. Здесь какая-то баба в лабиринт попала. Возможно, вы с ней как-то шли на компромисс, либо она к вам пыталась, знаете, влезть в ваше пространство. Якобы она согласна на ваши условия и идет на компромисс в отношении с вами. А злится, что вы почистились. О как! Теперь она в лабиринтах. Она вас в чем-то путала. Злится, что вы почистились, что вы получаете откровение. Она прям обижена на вас. Кстати, эта баба может быть из близких. Или же стоп. Может быть, но она сейчас обижается на своих близких. Здесь что-то, да, и обида прям из-за больших, крупных денежных сумм.
3 человека замешано. Она тут работала ради лучшего будущего, а это все закрылось. Здесь, знаете, могла такая вот подлабузница быть в вашем пространстве. Ну все. Да вы ее. И такая, знаете, любительница покрасоваться внешним видом своим. И дорогие шмотки покупать себе. Да с хрена ли ты такая? Девочки, у меня такое ощущение, слушайте, я сейчас расскажу, что тут. Понятно. Эта сука, как ориентир, могла спрашивать дату рождения вашего ребенка. Учтите это. Баба в оморочках сидит, она думает, что у нее есть сила, этой силы нет. Эта баба могла быть той, которой вы помогали. Если кто практик меня смотрит, это человек, которого вы вели, вы его обучали. Значит так, что-то у нее, значит, здесь клемануло в мозжечке. Почему? Помимо того, что с вами, она сотрудничала еще с одним якобы целителем. Он сделал ритуал на крови, у нее пошла, ну поняли, с башкой не лады. Он снял ее все защиты и начал насильственно на нее влиять. То есть она могла подумать, что вы ей что-то делаете, потому что вот этот вот красавец ей там поднапел что-то в уши. Поняли, да? Она поверила. Она же решила, что она тут, ну, великая, благодаря вашей помощи, как вариант. И начала встревать в ваше биополе. Давайте скажем так. И вот за это она начала терять большие суммы денег. У нее, знаете, с башкой тоже непорядок. У нее вечно какие-то мысли, блядь, которыми она сама себе жизнь усложняет. Здесь вот так вот. Здесь по тете все просто и банально. Закрыты большие денежные обороты для бабы. В лабиринте плутает там. И обижена она теперь. Обижена. Да не могу, обижена. Поехали. Что у нас со следующим? Здесь забирали вашу силу родовую. Силу вашего рода. Только не только вашего рода, но и всех тех, с кем ваш род мог бы сотрудничать на более высоких инстанциях, ради того, чтобы, ну, здесь люди, знаете, поклонялись мамоне. Кратковременно это все было. Они думали, навсегда забрали, вот этот ваш недоброжелатель. А теперь злится, что не навсегда. А у вас отторжение от этого человека, и вы могли на него злиться. Возможно, здесь трое персонажей. За ваш счет хотелось находиться под солнцем. Сейчас, секунду. Мне аж самой стало интересно, кто здесь. Ваши тайные знания вашего рода интересовали этого персонажа. Понимаете, этот персонаж как будто бы знал, что вы как одарены чем-то, вы обласканы родом. Делал так, чтобы либо делала, чтобы вы не получили эти знания, а вас посадить в темницу. Ну, выпадает здесь... Ну, ладно, давайте пока не привязываться к этому. Самомнение и эгоизм зашкаливают, жадность, ненасытные желания.
Очень большие. Обращение к различным магам, практикам, знаниям, колдунам. Работа по дьяволу по 15-му. Давно разрушены отношения с человеком. Из-за его эгоизма. Человек под привязью ожидает какого-то спасения. Циклично у него повторяются вопросы с деньгами. То есть то нет, то есть. Здесь старуха, девочки и мальчики. Здесь старая баба. Говорит, я работаю для того, чтобы освободиться, для того, чтобы воскреснуть. Знаете, что здесь старая баба, которая может давать пожертвования силам, то есть на храмы там и т.д. и т.п. Здесь опаивала прям вас, окармливала, опаивала. Жадная до пиздецов. В общем, ясно. С этой бабой вы точно поругались. То есть здесь вы могли основательно ей, ну, сказать, что вон твое место, сиди, шавка, и не лай. Будет, по-моему, все равно. Сейчас я посмотрю. Что она здесь? По крови связаны, девочки. Здесь такое впечатление, пласт негатива той же свекрухи может, ну, более, знаете, там, давно, который был. Закрывала вам возможности все. Подселенцев на вас направляла. И от этого кайфовала. Сидела и ждала. Здесь, знаете, здесь баба, которую вы не слушались. Не делали так, как... Вот вся семейка под нее дудку там выплясывала. Вы сказали, пфу, говна ты кусок тупорылого. Чтоб я тебя слушала. Да сейчас. Угу. Да не пошла бы ли ты. А я смотрю, уж пошла. Понимаете, здесь принудительное влияние на вас было, либо на кого-то. Еще здесь могла быть свекровь, которая, допустим, влияла на вашего мужа еще тогда, чтобы он к вам, знаете, там, бить вас начал, как вариант, то есть, там, драться, сипаться к вам, либо же, знаете, как-то агрессивно к вам относиться, либо начать вот эту, знаете... Как бы так сказать, в сексе вас принуждать, допустим, к чему-то такому, что вам не нравится. Сексуальное насилие, да, в браке. Вот правильная фраза. И переклады на вас сделала. Вот сейчас ей все обратно это вернется. Свечи жгла. Все, вы от этого человека уже очистились. Да, девочки, здесь все вернулось ей. Здесь было сущ на ее работе, чтобы вы никого не встретили и оставались в одиночестве. Очищение, все. У вас полная защита от влияния этой дуры. Либо, если она еще там живая, трепыхается, возможно, она, знаете, эти работы повторяет. Ну, а вдруг поможет ей, да? Так вот, не помогают ей эти работы, не работают на вас те ритуалы, которые срабатывали, возможно, там в прошлом. Так, и кто у нас тут следующий персонаж? Тот, кто сплетни о вас распускает, воровал у вас что-то. Притворялся не тем, кем является. Боится человек сейчас, потому что сущности в его пространстве. Он как-то, знаете, разговаривает о том, пытается с темными договориться, а не получается. Понимаете, и так, и сяк. На разных козочках к ним подъехать, притвориться то одной, то такой, то сякой. Страшно, человеку страшно. У нее начали красть то, что она крала у вас.
эти темные. Здесь человек шабашем против вас валил. Шабаш этот приостановлен. Говорит, я высокодуховная личность, здесь бумеранги полетели. А на самом деле нет, человек в бесплодных попытках возродиться. За треугольники. Бумеранг за треугольники. По справедливости, кстати. У нее был какой-то налаженный механизм. Это баба, которая считает, что она реализовала себя. Здесь организация каких-то шабашей против вас. Много сплетен о вас. Вот за сплетни получит рандулей. И воровство. Здесь она воровала с помощью темных что-то ваше. Вот за это и отхватывает. Прям знаете, здесь такое ощущение, что все-таки человек практик. Но у этой красавицы там, ну, подружайки есть, понятно в этом вопросе. И вот у нее или ковен, содружество, что-то типа такого, либо наработанные какие-то вопросы с определенными силами. И это все, весь механизм рушится, понимаете, не работают ритуалы так, как раньше, и темные начинают с нее спрашивать. Ну, что она вам делала? Ночью против вас ритуалы делала, с хозяином кладбища работала, бесятину лепила. Чтоб вы были в одиночестве. А это все отразилось ей. У нее застой энергии пошел. На перекрестках тоже картами работала. Здесь баба, которая с помощью Таро делает ритуалы. Чистилась типа. Омороченная баба, вся в оморочках. Деньги портила. Вы об этом знаете. Вам она могла приходить во снах, эта женщина. Пыталась вам определенные мысли навязать, чтобы вы сами себе усложнили жизнь. Один из детей этой женщины, давайте скажем так, уже отдан на следующее перерождение. Душа этого ребенка. То есть в этой жизни отпахать надо, и потом переродиться и еще раз отпахать. Вот что-то в этом роде. Так что вот так вот, ребята. Она могла еще, знаете, чем промышлять? Приворотами эта баба промышляет. Рунами работает. Пытается защититься через работу своих алтарей, если у нее таковые имеются. Ее тоже через храмы прогибают. Она думает, что она с высшими силами на связи, а она на самом деле разваливается как личность. У нее закрыты все возможности работы как мага, практика, и вообще возможность себя почистить тоже закрыта. Этой бабе хотелось, знаете что, уметь общаться с такими же созданиями, с которыми вы можете выходить на связь. Иметь возможности, понимаете? Те, которые есть у вас. А не удалось, блядь. Хлебнула и не унесла, бедолашка. Не унесла. Ее заживала. Просто-напросто заживала бабу. В этой же... Ну, не справилась, понимаете, не потянет. Так. Девочки, с кем-то, вот ваш недоброжелатель следующий, с кем вы там встречались, либо хотели встретиться, сорвалась встреча. Это было вам как сигнал предупреждения, что с этим человеком вообще не надо встречаться. Интриг до хрена. И человек, который навязывает все время свое мнение вам в голову.
То есть вот так вот стоило бы сделать, вот так вот не стоило. Человек на вас цепи накидывает. Да, черный человек, о, злой на вас, из-под тишка делает. Интуитивно вы чувствуете, что находясь в даже компании с этим персонажем, вы как будто в каких-то оковах, понимаете? Вас как будто бы порабощают. То есть, ну, пытаются вас поработить. Да, человек прям реально, вот вы какой-то идеей делитесь, он нет, этого не надо делать, ну, корректно, да, то есть, а вот так вот сделай, вот так вот будет и мне выгодно. Под маской заботы о вас плел, знаете, такое впечатление, что вашу судьбу жил за вас. Этот человек хотел бы такой судьбы, как ваша, а вашу в плен засадить. Много думал о вас. Мужик, который воевал. Стремился достичь какой-то там цели. Здесь мужик, который с вами воевал, хотел вашу судьбу забрать. Притворялся, что он о вас заботится, сам проклинал всякую гадость. И девочки, если вы смотрите на мужа, вы интуитивно знали, не знаю, бывший, настоящий, там, интуитивно чувствовали, что это кусок дерьма, блядь. И все подсказки вы получали. Если же это не муж, здесь именно мужик, который с вами воюет, но при этом создает эффект того, что он о вас заботится. И смотрите, какая интересная ситуация. Здесь человек богатства только хотел, а остался по итогу сейчас с разбитым сердцем. Здесь прям, знаете, сейчас я вам объясню уровень этого человека. Допустим, встречаетесь вы там с парнем, да, ну, вот, допустим, это он. И вы ему говорите, ну, вот у меня там в детстве вот такой конструктор был. Там родители купили, да, или вот это такое, там, знаете, как вот были ж те игрушки когда-то, которых нет сейчас. Вот. А он говорит такой, о, тебе родители такое покупали, а мне нет. Ну, то есть, понимаете уровень вот этого быдла? Тут тупо зависть тому, что ну, у вас родители лучше. Здесь человек, который хотел вами управлять, который плел интриги за вашей спиной, понимаете? Сигналов было вам чрезмерно дохера, чтобы вы поняли, что с этим придурком не стоит связывать свою судьбу. Это не касается только бывших. Здесь это касается конкретного человека, от него нужно было держаться подальше. Это может быть ваш брат, отец, дядька, я не знаю, кто он там вам еще. Но смысл, я думаю, вы поняли, да? Здесь нельзя было встречаться с этим человеком. Возможно, это тоже дела давно минувших дней. Но смысл, думаю, в принципе, понятен вам. А ну-ка, что по магии? Вольтовая магия на вас была. Здесь человек отсоединял вас от темных ваших защитников и покровителей. Здесь человек хотел, чтобы вы от него зависели в сексуальном плане. Поняли? Мог вам что-то подмешивать в еду, кстати. По ночам. Здесь мужик, как вариант, который хотел, чтобы вы от него забеременели и вас привязать таким образом. Либо же здесь мужчина, который именно на будущее поколение вашего рода разинул роток свой. А вы, чтоб в одиночестве были. Понимаете, вы одна, вами легко управлять, типа. Вы под защитой от этого человека.
Такое ощущение, что ему были даны какие-то силы. Я не скажу, что он там, ну, офигенный практик. Нет. Какие-то силы человеку были даны. Но нет. Завершилось это все. Чистки не помогают человеку, нет, не помогают. Здесь рассорка с двумя религиозными эгрегорами, ислам и христианство. Рассорка конкретная тоже идет. Здесь, понимаете, вот было дано, и человек от зависти к вам сливает это все. Он как будто бы мог вас ссорить с другими людьми, с вашими друзьями, с вашим окружением, понимаете? И здесь персонаж, я вам хочу сказать, что-то подцепил. Он думал, что он типа познает истины, возможно, у кого-то там где-то, знаете, как узнал что-то. Там элементарно, не знаю, где-то у взрослых подглядел, либо у своих родных, да, какую-то волшебную тетрадочку с заговорами. И пошел и подцепил себе кое-кого. Вот так вот. Итак, что у нас здесь? Здесь человек играет ради того, чтобы наладить с вами связь. Человек может рассказывать, что он раскаялся, что у него разбитое сердце из-за того, что он когда-то в свое время сделал не тот выбор. Ставка была сделана на богатство. И здесь человек-оборотень, опасный и двуличный, мог притворяться вам другом, ну а при этом забирать только ваши блага. Нужно было. Была работа в поездке, либо вы ездили к этому человеку. И вот даже у нас человек дальше не выпадает. У нас уже все фигурные карты вышли, как ни странно. Я пропустила этот момент и аспект. Значит, давайте-ка вот эти все моменты по вот этому плану мы приурочим к нашим недоброжелателям, ко всем. В каком плане? Сейчас объясню дальше. Здесь человек, недоброжелатель, возможно, кто-то ринется, либо уже ринулся в поездке для того, чтобы отсечь определенное воздержание в своей жизни. Здесь конкретно, может быть, не может, допустим, встретить вторую половину, не получается выздороветь, вылечиться там, не получается еще что-то, либо не получается наладить с вами связь, либо связь с высшими силами. Вот это все будет пытаться убрать, а не получится. Зачисткой будут чистить себя, девочки. Учтите, что будут чистить себя. Ну и мальчики. Но с учетом того, что нам сегодня показали, я вам хочу сказать так, что в большинстве случаев, я так предполагаю, этим недоброжелателям их чистки просто-напросто не помогают. От слова совсем. Если и помогают, то немного, чтобы они что-то там осознали. Вот эти вот карты, которые я в конце смотрела, вопрос либо с вашим проектом, либо с вашими детьми связан, ваш недоброжелатель. Вы ключ подобрали. Знаете, вы подобрали здесь ключ против каждого, кто вредил вашему проекту, вашему детищу, вашим планам, вашим детям. Здесь, смотрите, либо мужик, лис какой-то, все-таки, вот понимаете, вот как выпали карты, да, вот первые. Игра для того, чтобы навести мосты с вами. И показаться, возможно, вам гарантом стабильности, понимаете? Так что будьте начеку в этом вопросе.
Выбор еще есть у человека, но вряд ли он сделает его верно. Ха. Девочки, здесь мужик на выборе. Здесь мужик на выборе, я вам хочу сказать, ваш недоброжелатель. Возможно, да, поедет что-то делать, либо себя чистить, либо, знаете как, не показывают карты, что он выберет. Нет четкой энергии, понимаете? Но давайте скажем так, либо к любимой женщине, ну, семья, все нормально, либо же к крысам, к магии, но зато домик побогаче, комфортнее, допустим, ремонтик, понимаете? Сделает мужчина выбор по сердцу. Учтите это. И помните о том, какой он выбор совершил. Возможно, попытается ключи через ваших детей подобрать для общения с вами, но все равно хитрой лисой заходит, понимаете? Цветы могут быть с погоста от него. Да, я же сказала, девочки, да, будьте внимательны. Так что вот такой вот расклад сегодня, да, немножечко подзапутано все, но как получилось. Фух, напишите мне в комментариях, как у вас что проигрывается, ребят. Видите, крысы, к вашим знаниям тянутся крысы. Друг какой-то, письмо от друга получите, от женщины. Змея она давно была змеей в вашем окружении, но ей нужны ваши знания с родом, возможно, поддержки попросит. Женщина. Помните, я рассказывала один из вариантов, у которой ребенок сейчас страдает из-за ее деяний? Возможно, она как вариант. Все, хорошие мои, у нас получилось 2 часа эфира. Я в ахуе, прошу меня простить. Нежданчиком так вот. В комментариях ваши все эмоции грандиозные прошу озвучить. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.